Всем привет, друзья! Новый влог, я рада вас приветствовать. У нас сегодня максимально интересный день. Я вот такая вот красивая, нарядная, в платье, с накрученными волосами. Ну просто Мадонна. До Мадонны мне, конечно, очень далеко. Но я просто себя сегодня так успокаиваю. В общем, едем в интересное место. Сейчас увидите, куда. Вот приехали на такой фестиваль в соседнем поселке или городе. Городом его сложно назвать, скорее поселок. И, в общем-то, здесь будут выступать корейцы. Катя! И фестиваль для иностранцев. Могут показать свои таланты. 껍데기 터는 거거든. 근데 옛날에는 애기들이 좀 올려놓고 이렇게 하면 바람에 껍데기가 날아가는 거야. 맞아. Короче, рассказываю. Я со своим просто гениальным слухом и голосом приехала выступать для поселка. Короче, здесь фестиваль получается сегодня. Иностранные таланты. И очень много иностранцев с разных стран, там Китай, Вьетнам, Филиппины, в общем-то. Все здесь будут сегодня выступать, за что нам потом, я уже такая претендую на приз, за типа самое лучшее выступление будут давать подарки. И получается там 5 видов подарков: телевизор, Apple Watch, рамена 50 пачек, ну короче, очень много всего. И типа я решила поехать поприкалываться и тоже попеть, потанцевать для бабушек и дедушек, поэтому покажу вам. 많이 드시고 오세요. 다 익혀놨어. 이제 사람들이 지쳐갖고 이제 안 드셔. 고기를 하도 삶아갖고 안 드시더라고 이제. 아까는 우리가 그거 고기 익는 동안에 얼마나 침을 줬는지 몰라요. Для деток очень много всяких палаток с развлечением, с играми. Можно порисовать, можно построить какие-то из бумаги, в общем, лепку поделать. Очень много всего для деток, ну, естественно, для бабушек, для дедушек. Можно купить мандарины, цветы, яблоки. Идем на наше место, там, где все собираются иностранцы. На место сходки идем. Идем позориться перед бабулями, дедулями. Знаете, так как в детстве. Зато по телеку покажут. Покажу вам немножко закулисья, где все отвечает за вашу музыку и вообще. Закулисья, как все проходит. Самые ответственные и важные люди на это мероприятие. Те, кто музыку настраивает. Ждем начала. dreams come true. 제일 좋은
네, 반갑습니다. 사랑을 가득 넣어주세요. 가슴에 넣도록 넣어주세요. 사랑이 약발이 떨어져나와 마치 좀 괴로워요. 아무리 힘든 날에도 당신만 있다면 힘들지 않아. 나는 슬프지 않아. 당신까지라면 큰 박수 부탁드립니다. 나를 사랑해로 채워줘요. 사랑이 배터리가 더 되나봐요. 당신 없이 못 살아. 정말 나는 못 살아. 당신이 제일합니다. 당신이 제일합니다. 당신이 제일합니다. 남편분 어디 계세요? 여기 있습니다. 아, 네. 아이 데리고 잠깐 나오시죠. 불꽃 향기여 내가 향하는 빠르면서 바라보는 그 푸른 거리. 그대와 나 여기서 그를 등원해 아름답고 정다운 그를 등원해 둘이서 걸어가는 희망의 거리. 누구 이것이 사랑의 거리. Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора, траву взрастите, к осени сомнется. Мы начали. Hi guys. Hello, I'm Brian. Oh, it's my friend Brian. Doing brother, she's there. Брайан говорит, что я могу первое место занять. В общем, мы будем сейчас одевать ханбоки. В ханбоках будем есть вот этот корейский, короче, какой-то там, как он правильно называется? Корень, какой-то корень. Он очень невкусный, просто противный пипец. Но мы, короче, решили погнать, остаться здесь уже до вечера. И сейчас, короче, будем еще в этом конкурсе участвовать. Вдруг у нас получится что-нибудь там выиграть. Ну и классно, весело провести время. 근데 귀여워요, 귀여워요. 아니 어제 금방 배웠어 그거. 산두. 자기야, 산두 맞아요? 산두. 남자들이 산두 올리고 여자들이 피녀. 그렇지. 잘 배웠어. 그쵸? 다 기억나? В общем, в Корее мальчики после совершеннолетия одевают вот такие шапки, а девочки после совершеннолетия закалывают волосы, короче, такие заколки нету здесь. У нас Брайан сегодня такой смешной. Yes. 소카. 코리아스네. 소카. Yes, you're good. 어디 오셨어요? 발렌시아. Action. Короче, друзья, походу накрылись мои $300, которые мне должны были заплатить за то, чтобы я выступила на сцене еще раз. Потому что пошел ужасный дождь, ливень, мы спрятались под навес. Посмотрите просто, что со мной происходит. И, наверное, уже сегодня концерт на этом закончился. И даже результаты нам не успели объявить, кто какое место занял. Пошел очень сильный дождь. Теперь стоим, ждем, но дождь вряд ли закончится. Вот как-то так, ребята. А могла я сейчас вот там на сцене выступать и зарабатывать $300? Ладно, я шучу, это все, конечно, шутки. Жалко, потому что столько сюда потрачено денег, вложено сил, организаторы, вот это все. И, блин, пошел дождь. Конечно, вообще ничего хорошего в этом нету. Людишки все там под навесом спрятались, стоят. Суён наш сегодня
Вообще бедненький, устал, намучился, почти не покушал, спать не спал, обеденный сон. Друзья, как-то какими-то такими были наши выходные. Вот так мы съездили на фестиваль корейский. В общем, не пишите мне в комментариях, что я супер модно вообще просто пела, что я опозорилась. О боже, куда ты полезла, зачем ты туда вообще поехала с твоим-то голосом. Я это все прекрасно знаю, друзья. Просто я очень, на самом деле, люблю петь, как я уже там вам писала, в душе, в машине, везде. И как бы с детства, знаете, такая была мечта. Я хотела петь, заниматься. Но родители, нужно достойное образование получить, какие песни, какие танцы. И поэтому я стала юристом, а не певицей. Возможно, если бы я с детства занималась, что-то бы с меня толковое и получилось. Туда, куда я хожу заниматься, на уроки корейского, там, получается, вот мальчик знакомый, и он как бы предложил, что вот там в соседнем городе будет конкурс талантов, типа для иностранцев, будет кастинг, ну, типа а-ля. Вот. И типа, не хочешь ли ты поехать? Я говорю, ну, прикольно, типа, было бы провести так время, знаете, показать себя, на людей посмотреть. И я чисто от понта, так знаете, за сутки до зарегистрировалась. Говорю мужу, ну что, поедем? Он говорит, ну, типа, поехали. Я у него спрашиваю, говорю, тебе не будет за меня стыдно, что я там буду позориться? Он говорит, мне нет, тебе должно быть стыдно. Я говорю, ну, мне не стыдно, поехали. В общем-то, мы поехали на этот фестиваль, как вы сами видели. И в итоге я заняла первое место. Это какой-то был просто шок. Вы сами видели, что там был мальчик, который, ну, просто вообще бесподобно пел. У него такой голос. Такой молодец парень с Молдовы вообще. И как бы мы такие с мужем сидим друг на друга. О, этот мальчик займет первое место. И потом, когда уже все подошло время, ну, типа, оглашения результатов, там уже кого-то наградили, я, типа, такая стою, смотрю, понимаю, что, как бы, я получаю утешительный приз, какую-то там карту в Starbucks, кофе или там рамен. И мне говорят, что я заняла первое место, типа, вы получаете телевизор, типа, поздравляем. Я просто была в шоке, ребята, потому что сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Как я вообще могла обойти этого парня голосистого такого? Ну, в общем, как мне сказал муж, ты взяла харизмой. Я говорю, да, наверное, потому что песня была еще на корейском, и типа я вся такая красивая, пела, знаете, в платьишке в коротеньком, такая прям нарядилась. А приехали домой, кстати, вообще, у меня просто корейская семья, это моя лучшая поддержка, чтобы вы понимали. Моя свекровь, я ей показываю ролик там, где я пела, она мне говорит, ну ты была лучшая из худших. Просто поддержка, я это и так знаю, но могла бы хотя бы так прямо не говорить свекровь, я не знаю. Ну, в общем-то, все очень круто, мы классно провели время, и после вот этого вручения, награждения, ко мне подходит, в общем, этот МС ведущий и говорит, типа, тебе домой уезжать нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, выступишь еще вечером, типа, вечером будет еще одно шоу, и, типа, выступишь еще вечером. Я такая, ну, ладно, типа, он говорит, еще $300 за это заплатят. Я такая, окей, мы остаемся. В общем, накормили Суёна. Правда, был дождь, было холодно. Ну, ничего. Мы, короче, справились. Я еще вечером выступила, еще и $300 получила. Кстати, деньги мне на карту перевели. Заплатили мне за мое выступление. Но телевизор на сегодняшний день, на день монтажа ролика, телевизор еще не прошел. Прошла, короче, неделя, по-моему. Неделя или 2 недели. Телевизор пока вместе в магазине на очереди. И как бы ждем, пока его доставят на дом. В общем, я вам скажу так. Конечно же, я не рассчитывала на победу. Конечно же, я понимала, что если там, ну, действительно все будут талантливые, то как бы, ну, рассчитывать на что-то, да и в принципе, у меня нет особо, да, там голоса какого-то.
Вот, но я хотела провести очень весело, интересное время, просто вот, ну, знаете, весело провести время, в общем-то, что-то где-то как-то себя показать. И знаете, вот я вам хочу сказать, что на самом деле ничего в этой жизни не делается просто так. Все, что с вами происходит, все так и должно быть. Скорее всего, это какая-то, знаете, такая свыше дан нам какой-то путь, что вот что-то у вас не получилось, вы расстраиваетесь. Вы не должны расстраиваться. Возможно, что-то будет лучше, что-то придет к вам лучшее. И вот когда я не сдала экзамен по корейскому, да, я расстроилась, что вот я такая тупица, не сдала с первого раза. Но если бы я сдала экзамен, я бы не попала сейчас вот, да, вот сюда, в другую школу. Я бы не встретила этого своего друга-американца. Я бы не попала на это выступление. И, наверное, и правда, все, что не делается, все к лучшему, потому что на этом фестивале я познакомилась с директором этого фестиваля, с девочкой, с пиар-менеджером. И после этого фестиваля она мне позвонила и предложила работу. Так что теперь я в Корее еще и с подработкой. И мне кажется, что то, что я съездила, и то, что все так произошло, скорее всего, так должно было быть все. И это, знаете, вообще какая-то удача, какое-то везение. Ну, и я такая вот молодец. Хорошо, что, знаете, там на корейском разговариваю. Возможно, этого всего бы не было. Поэтому теперь я снимаюсь на корейском телевидении. Уже у меня была съемка в одном университете. Я брала интервью у студентов. Была в роли, как это правильно сказать, репортера, наверное. Потом мне еще одна съемка уже намечена. В общем, я счастлива. Я не зря туда съездила. Не зря опозорилась, потому что обзавелась нужными знакомствами. Вот. Так что как-то так. Исполняйте свои мечты и делайте то, чего вы раньше не делали. Не бойтесь ничего. И на этом я с вами прощаюсь. До следующего влога. Пока-пока. Бегу на учебу.